Слышали ли вы про дрессировщицу, которая упала в аквариум с акулами? Нет? А про акулу, которая пробралась в клетку с туристами? Тоже нет. Тогда вы многое потеряли. Сегодня я расскажу вам про самые опасные нападения акул. Обязательно досмотрите до конца, чтобы узнать, чем заканчиваются самые экстремальные встречи с этими морскими гигантами. Приятного просмотра! Погружение с акулами. Как далеко может завести страсть к любимому делу? Для 17-летнего Нолана из солнечной Калифорнии это оказалось вопросом не только тренировок, но и борьбы за жизнь. Любимое занятие Нолана – падлбординг. За несколько недель тренировок он заметно превзошел своих сверстников, уверенно покоряя воду. В один обычный школьный день, освободившись от занятий, он решил испытать свои навыки в одиночку. Взяв доску и весло, Нолан направился на пляж, намереваясь выяснить, как далеко сможет заплыть без помощи своей наставницы Каролайн. Море манило легкими волнами, идеальными для катания. Не раздумывая, он шагнул на доску и начал грести против течения. Волны послушно расступались перед его усилиями, и юноша наслаждался своей свободой и растущим мастерством. Все шло как по маслу, пока внезапное ощущение под доской не заставило его насторожиться. Что-то большое двигалось в воде. Нолан замер. И тут перед ним, словно вынырнув из кошмара, появилась огромная белая акула. Она бросилась на него, сбивая с доски. Паника охватила Нолана, но инстинкты взяли верх. Хватаясь за весло, он отчаянно пытался оттолкнуться от агрессивного хищника. Первый удар пришелся по морде акулы, когда та попыталась схватить его за ногу. Но она была настойчивой. Ее зубы впились в его плоть, и боль пронзила ногу Нолана. Из последних сил он продолжал бороться, ударяя акулу веслом снова и снова. Наконец, его решимость взяла верх. После серии мощных ударов акула отступила и исчезла в волнах. Раненый и вымотанный, Нолан сумел забраться обратно на доску и с трудом добрался до берега. Его встречали спасатели, которые незамедлительно доставили его в больницу. Несмотря на серьезные травмы, врачи заверили, что он полностью восстановится. Этот инцидент стал причиной временного закрытия пляжа. Но для Нолана он стал важным уроком о силе духа и умении справляться с неожиданностями. Пейдж из Австралии. Пейдж, юная серфингистка из австралийского Перта, готовилась к самому значимому моменту своей жизни – первому соревнованию по серфингу. Ее путь к этому дню был вымощен годами упорных тренировок под руководством отца, Коэна, некогда легендарного серфера. Накануне соревнований Пейдж была охвачена волнением, но поддержка отца придавала ей уверенности. Чтобы справиться с волнением, Пейдж отправилась тренироваться перед стартом. Схватив доску, она начала ловить волны, демонстрируя изящество и уверенность. Зрители и участники с восхищением наблюдали за ее мастерством, сравнивая ее с молодым Коэном. Однако идиллия прервалась неожиданным и пугающим событием. Когда очередная волна сбросила ее с доски, из-под воды появилась акула. Она вцепилась в ногу Пейдж, и ее крик разорвал воздух. Другие серферы, охваченные страхом, поспешили к берегу, оставив девушку один на один с хищником. Коэн, увидев, что его дочь в беде, мгновенно бросился в воду, не задумываясь ни о чем. Два спасателя также направились к ней на моторной лодке. Тем временем Пейдж изо всех сил сопротивлялась, пытаясь отбиться от акулы, но ее силы быстро иссякали. Коэн оказался рядом первым. Сжав кулаки, он обрушил серию ударов на морду акулы, борясь за жизнь своей дочери. Его удары были решительными и мощными. Но акула не сдавалась. Пейдж держалась за него, пока отец продолжал сражение. Наконец, после нескольких сильных ударов ногой по морде, акула ослабила хватку и уплыла, оставив Пейдж истекающей кровью. Спасатели подоспели вовремя, чтобы помочь Коэну и Пейдж взобраться в лодку. На берегу девушку незамедлительно доставили в больницу. Несмотря на серьезные травмы, врачи заверили, что она оправится, хотя процесс восстановления будет долгим. Дрессировщица акул. Габриэла – уникальный специалист. Она работает дрессировщицей акул в Испанском центре охраны животных и аквариуме, привлекая тысячи любопытных посетителей, особенно детей. Ее подопечные – две песчаные тигровые акулы по имени Хавьер и Алонсо. Они живут в отдельном аквариуме, где Габриэла демонстрирует их способности. Хавьер реагирует на мелодии, а Алонсо лучше понимает визуальные сигналы, и их умение исполнять команды вызывает восторг у зрителей. Эксперты, приезжающие посмотреть на тренировки, считают, что Габриэла ломает стереотипы об акулах, открывая дверь для их нового восприятия как умных и обучаемых существ. Однажды Габриэле сообщили, что Хавьер и Алонсо
примут участие в большом шоу кормления. Это был шанс показать публике, что акулы действительно способны понимать команды. На следующий день аквариум наполнился зрителями, с нетерпением ожидающими выступления. Габриэла, стоя на платформе в центре бассейна, начала шоу, бросая рыб и кальмаров в воду. Все были поражены тем, как акулы точно выполняли команды. Но вскоре поведение Хавьера и Алонсо изменилось. Они начали кружить у платформы, игнорируя указания. Габриэла предположила, что они просто хотят больше еды, и отдала еще одну команду. На этот раз акулы подчинились, и напряжение немного спало. Однако в тот момент, когда она наклонилась за новым ведром с кормом, ее нога соскользнула, и она упала в воду, оказавшись прямо рядом с Алонсо. Сначала зрители думали, что ситуация под контролем, но Алонсо внезапно проявил агрессию. Он схватил Габриэлу за руку, а кровь начала окрашивать воду. Пытаясь отбиться, она ударила акулу по морде. Но это лишь разозлило хищника. Вскоре подключился и Хавьер, вцепившись ей в ногу. Силы покидали Габриэлу, и страх охватил публику, которая осознала, что дрессировщица потеряла контроль. К счастью, сотрудники аквариума быстро среагировали. Они использовали транквилизаторы, чтобы успокоить акул, и вытащили Габриэлу из воды. Ее срочно доставили в больницу, где врачи обработали глубокие раны на руке и ноге. Несмотря на тяжелые травмы, Габриэла выжила, однако ей предстоит долгий путь к восстановлению. Дайвинг с акулами. Илай и Айла, неразлучные друзья, решили провести летние каникулы на Гавайях, мечтая о незабываемых приключениях. Их страсть к подводному миру и любви к морским животным привела их на Оаху, остров с белоснежными пляжами и кристально чистыми водами. Но на этот раз привычного снорклинга им показалось недостаточно. Они решились на экстремальное испытание – свободный дайвинг с акулами, без защитной клетки. Когда они прибыли на место, их встретил инструктор по имени Клей, который с радостью согласился стать их гидом в этом опасном, но завораживающем приключении. Наутро Клей отвез их на лодке к месту погружения. Перед стартом он провел краткий инструктаж, объяснив главное правило – никакой паники. Акулы чувствуют страх, и это может их спровоцировать, предупредил он. Погружение началось в спокойных водах открытого океана. Глубокая синь окружала их, даря ощущение свободы и легкого трепета. Айла нервничала, но Илай поддерживал ее, взяв за руку и показывая жесты одобрения. Все шло гладко, пока Клей не заметил приближающуюся акулу. Он подал сигнал держаться вместе и сохранять спокойствие. Вскоре перед ними появилась тигровая акула. Гигантское, грациозное, но грозное существо. Айла оцепенела, не веря, что находится так близко к одному из самых опасных морских хищников. Акула, словно изящная тень, начала кружить вокруг группы, изучая их. Когда она проплыла под Айлой, ее страх взял верх, и она невольно ударила акулу ногой. Это стало роковой ошибкой. Акула восприняла удар как угрозу и моментально напала. Ее мощные челюсти сомкнулись на ноге Айлы, и она оказалась в смертельной ловушке. Вода вокруг покраснела от крови. Крики Айлы под водой смешались с шумом вспенившейся воды. Клей немедленно бросился к акуле, бьющейся в ярости. Он изо всех сил наносил удары по морде и жабрам, пытаясь заставить ее отпустить жертву. В это время Илай обхватил Айлу, удерживая ее голову над водой, чтобы она не захлебнулась. После нескольких отчаянных минут Клею удалось нанести точный удар, и акула, вздрогнув, уплыла прочь. Илая и Клей быстро подняли Айлу на лодку. Она была в шоке, истекала кровью и вскоре потеряла сознание. Когда они достигли берега, девушку срочно доставили в больницу, где врачи начали бороться за ее жизнь. Айла выжила, но ее травмы оказались серьезными. Ей предстояло долгое восстановление и работа с физиотерапевтами. Погружение с акулами. Погружение к акулам – это, безусловно, захватывающее приключение, способное наполнить кровь адреналином и подарить незабываемые эмоции. На первый взгляд кажется, что, находясь в защитной клетке, риски сводятся к нулю, но реальность иногда преподносит неожиданные уроки. Очередная группа туристов готовилась к безопасному погружению в клетки, чтобы увидеть хищников поближе. Все начиналось гладко. Люди любовались величественными созданиями океана. Как вдруг одна из акул начала проявлять настойчивый интерес к клетке. Она кружила вокруг, проверяя на прочность каждый ее элемент. Вода наполнилась напряжением, когда акула начала протискиваться внутрь. Ее размеры, как оказалось, позволяли это сделать. Одна из находившихся под водой туристок, охваченная паникой, стала подавать сигналы наверх,
требуя немедленного подъема. К счастью, ей удалось выбраться до того, как дело приняло более серьезный оборот. Подобные истории не редкость. Хотя акулы редко забираются прямо в клетку, их поведение часто вызывает у дайверов учащенное сердцебиение. Например, в одном известном случае великая белая акула, достигнувшая нескольких метров в длину, подплыла к клетке и вцепилась в ее прутья с такой силой, что вся конструкция задрожала. Туристы, наблюдавшие за этим изнутри, наверняка затаили дыхание, глядя в пасть, наполненную сотнями острых зубов. К счастью, акула вскоре потеряла интерес и уплыла. Но вот вопрос: а что делать дайверам, если к ним в гости вдруг заплывет молодая акула? Ее размеры позволяют спокойно пройти сквозь прутья таких клеток. Как быть уверенным, что хищница не решит проявить к людям слишком активный интерес? И кто вообще контролирует такие ситуации? Однако, судя по поведению многих экстремалов, их, похоже, не особо заботят подобные опасности. Смелость и жажда острых ощущений толкают их вниз, прямо в объятия океанских гигантов, вроде тигровых акул. На этом видео, например, огромная тигровая акула кружит вокруг клетки, словно намереваясь посмотреть в глаза одному из дайверов. Мужчина, чувствуя угрозу, старательно отворачивается и пытается сохранять дистанцию. И правильно делает, ведь столкнуться лицом к лицу с этой хищницей – крайне сомнительное удовольствие. Тигровые акулы – настоящие титаны морей. Они достигают длины до 5 метров и обладают внушительным рационом. Рыбы, морские млекопитающие, птицы, ракообразные, черепахи, головоногие, морские змеи. Но и это далеко не все. Ученые нередко находят в их желудках абсолютно несъедобные предметы. Почему так происходит? Все просто. У тигровых акул не только отменный аппетит, но и природная любознательность. Они готовы попробовать на зуб практически все, что покажется хоть немного интересным, даже если это пахнет, мягко говоря, отвратительно. Такая склонность к экспериментам объясняется их статусом доминантного хищника. По сути, у тигровых акул практически нет врагов, кроме касаток. Однако из-за того, что эти акулы предпочитают теплые тропические воды, встречи с касатками случаются крайне редко. Поймали акулу. Данте, Маршалл и Рид – трое молодых, но опытных рыболовов, которые разделяли страсть к подводной охоте на просторах Австралии. Для них это не просто хобби, а способ отдохнуть, испытать адреналин и насладиться красотой океана. Их обычные рыболовные приключения часто заканчивались жаркой улова на гриле, превращая каждую поездку в маленький праздник. Однажды они отправились в свое излюбленное место на коралловых рифах. Данте, известный своей меткостью, вызвался первым спуститься под воду. Он обожал ловить рыб-попугаев, и его друзья не сомневались, что он скоро вернется с полным уловом. Нырнув в прозрачную воду, Данте, как всегда, был заворожен красотой коралловых рифов. Едва заметив яркую рыбу, он быстро нацелился и выстрелил, попав прямо в цель. Когда Данте вынырнул с уловом, очередь перешла к Маршаллу, который всегда стремился к более крупной добыче. Его погружение тоже прошло успешно, и, наконец, настал черед Рида. Он решил совершить финальное погружение, чтобы поймать рыбу, которую приметил ранее. Однако время шло, а Рид не возвращался. Данте и Маршалл начали беспокоиться, но предположили, что он просто углубился в поисках добычи. Их тревога усилилась, когда Рид неожиданно вынырнул из воды, размахивая окровавленной рукой и крича, что на него напала акула. Еще до того, как друзья успели отреагировать, из воды выскочила огромная белая акула и схватила Рида, утянув его под воду. Данте и Маршалл мгновенно схватили свои ружья и прыгнули в воду, чтобы спасти друга. Под водой они увидели жуткую картину. Акула яростно трясла тело Рида, который отчаянно отбивался, пытаясь вырваться из ее зубов. Данте быстро прицелился и выстрелил акуле в брюхо. Удар копья заставил хищницу на мгновение замереть, но это только усилило ее ярость. Акула начала трясти Рида еще сильнее, пока Маршалл не нанес второй удар. Второе копье, наконец, заставило акулу отпустить свою жертву и уплыть. Не теряя времени, друзья подхватили Рида и вытащили его на катер. Он был без сознания, с многочисленными ранами на туловище и руке. Маршалл немедленно начал реанимацию, пока Данте на полной скорости гнал катер к берегу. Врачи в ближайшей больнице подтвердили серьезные травмы Рида, но его жизнь удалось спасти.
Для друзей это приключение стало не только напоминанием о коварной природе океана, но и испытанием их мужества и преданности друг другу. Вот такие истории с акулами. Захватывающие, пугающие, но невероятно увлекательные. А вы бы решились на погружение с этими морскими хищниками? Делитесь своим мнением в комментариях. И, кстати, если вы хотите стать частью нашей команды, мы ищем креативных сценаристов, дикторов и монтажеров для наших проектов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!